Скажи пароль. Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці. Ты диви, своя. Йоу! Привет, ребятки! Как вы поняли, сегодня у нас ролик «Вопрос-ответ». В последнее время ко мне прилетает очень много вопросов о том, правда ли, что я украинка и живу в Украине. Конечно, правда! И об этом я рассказывала еще в самом первом ролике «Вопрос-ответ». И если для кого-то из вас это так принципиально важно, то прежде чем подписаться на канал, заходите вот сюда и смотрите страну канала. А я хочу сказать огромное спасибо спонсорам моего канала и всем тем, кто меня поддерживает в такое тяжелое время. Приступим к вопросикам. В каком городе ты родилась и в каком проживаешь сейчас? Я родилась в Кривом Роге, а сейчас живу в Киеве. На кого ты училась в институте? Я училась на учителя рисования. Да. И если бы не было YouTube, то я бы, наверное, работала учителем рисования. Хотя вряд ли. Скорее всего, была бы иллюстратором книг или пошла в игровую индустрию. В принципе, для умеющих рисовать выбор большой. Какое твое любимое блюдо? Я очень люблю пиццу. Ну, еще салатики там разные. Умеешь ли ты готовить? Готовить умею, но не люблю. И готовлю только потому, что нужно что-то поесть, а не потому, что мне хочется готовить. На каком музыкальном инструменте ты умеешь играть? По кастрюлям ложкой бам-бам-бам. Ну, в принципе, и все. Хочешь ли ты завести нового животного? Если да, то какого? Я хочу вот такую собаку-улыбаку, но, думаю, Миша не очень будет этому рад. Почему у тебя волосы серые, а в реальности коричневые? Когда я придумывала своего персонажа, у меня в реальности волосы были почти черные, поэтому я и нарисовала такой вот непонятно темный цвет. Теперь мне черные волосы надоели, и я постепенно перехожу в более светлые оттенки коричневого. Но собираюсь ли я менять персонажа или стиль рисовки? Нет, пока не собираюсь. Нравится мне эта девчуля такая, какая она есть. Как ты относишься к критике в свою сторону? И как ты относишься к хейтерам? К критике я отношусь спокойно. Особенно если это по делу, по существу, частенько прислушиваюсь к замечаниям. А вот хейтеры обычно не критикуют, а пишут только гадости. И на таких людей я не обращаю внимания вообще, потому что хейтеры – это те, кто сами ничего не умеют и чаще всего тебе завидуют. Ты хотела бы жить рядом с морем? О, да, я тебя люблю. У тебя есть дети? Мама, я покакал. Планируешь куда-нибудь в это время поехать? Я только недавно вернулась и надеюсь, больше не придется никуда уезжать. Из-за войны нам пришлось на 2 месяца уехать из дома. Я не хочу сейчас рассказывать о том, как мы выезжали под звуки артиллерии и как тогда было страшно. Ведь многим сейчас намного хуже и страшнее, чем мне. Да и вопрос был не об этом. Лучше я расскажу вам, где я была. А была я у родственников на такой себе мини-ферме. Я не могла не заснять эту милоту. Какие они маленькие и прикольные. Здесь еще есть и Васик, и Рыжик. А это тоже, кстати, Рыжик. Ну, такая у них, у рыжиков, судьба быть рыжиками. Какая твоя самая большая мечта на этот момент? Конечно же, я хочу, чтобы поскорее закончилась война. Я хочу, как и раньше, мечтать и строить планы. И не переживать за жизни родных и близких мне людей. Ты за Россию или за Украину? За последние дни мне прилетало очень много подобных вопросов. Но слушайте, я не знаю ни одного украинца, который бы поддерживал Россию и радовался войне. Но нет таких. Российские войска принесли в Украину смерть, разруху и тысячи искалеченных жизней. Почему Россия решила, что имеет право безнаказанно убивать граждан другой страны, отбирать чужие территории, вести себя как варвары? И если вы это поддерживаете, знайте, у вас нет сердца. Как ты собираешься провести это лето?
буду работать, скучать по морю и стараться не сойти с ума от всего этого. Все будет хорошо. Чого ти говориш на російській мові? Так сложилось, что родилась я в русскоговорящем городе. Вернее, говорят там все на суржике. В школе мы учили и українську мову, и русский язык. Поэтому я досконало знаю обидві мови. А еще я с легкостью могу понять белоруса и частично поляка. И, по-моему, это круто. А ты сделаешь видео на українській мові? О, думаю, ролик повністю українською мовою, то вообще буде рвань. И если на моем канале будет больше украинских подписчиков, то тогда я обязательно сделаю ролики украинскую мовою. Так что, если вы железно да, то и я да. А если вы не, то шо ж. Но, как бы там ни было, в моих роликах все равно будут проскакивать украинские слова и прикольчики. Куда же без этого? А еще я шокаю и гэкаю, как полагается украинцам. Но на самом деле это не главное. А главное то, что у тебя в сердце. А в серці завжди буде Україна. Та українська пісня. Стефанія, мамо, мамо, Стефаніє, розцвітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово.